Представители знака зодиака Стрелец, стрельцы мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, Таро прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее. Вот и давайте узнаем события ближайшего будущего, как видят это карты на период с 1 по 10 января. Что изменит ваши планы, возможно, или те события, которые окажут влияние на вашу жизнь? Что в целом ждет в течение этих 10 дней? Вот такие вопросы мы зададим картам. У нас две колоды. И первая колода – это карта Ленорман. Мы не будем задавать вопросы, позволим как раз картам провести настой цепочкой развития событий, как это видят они. Что же случится, что произойдет, каковы события ближайшего будущего на 10 дней. И на колоде Таро мы раскроем поподробнее. С чем это может быть связано, те события, или это какие-то новости, или в какой из сфер жизни наиболее произойдут какие-то важные события, которые, может быть, и окажут влияние на последующий период. Может быть судьбоносным достаточно период с самого начала нового 2025 года. Ну, давайте приступим. События ближайшего будущего, по мнению карт Ленорман. 10 дней для стрельцов. И на колоде Таро первая карта – неожиданность. Пусть это будут приятные сюрпризы, то, что вам понравится, то, что добавит улыбок на лице. Будем оптимистами, конечно. Итак, неожиданности. Вторая карта – что вам будет помогать, что вас будет радовать. Три карты достанем как по основным сферам жизни. И первое – дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то, может быть, документы, что для вас наиболее важно сейчас. Переложите на свою жизнь. Вторая карта – это финансы, как видят энергии. Финансовые на эти 10 дней. И личная жизнь. Достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Итак, что же за события могут ожидать вас? А вот прощание с прошлым. Видимо, есть какая-то данность, которую, как подведение итогов. Я надеюсь, все правильно понимают, карта гроб – это не про гроб, это именно когда мы… И, кстати, торжественная карта. Когда мы действительно провожаем прошлое, понимая спокойно уже, без каких-то ненужных эмоций, что да, в нашей жизни что-то было. Мы говорим этому спасибо, даже каким-то сложным ситуациям или в ситуациях сложных, каким-то переменам, которые произошли. Или люди, может быть, с которыми мы столкнулись. Может быть, они нам и не добавили приятных эмоций, но тем не менее, чему-то нас это научило. Какой-то мы итог от этого или сильнее в конечном итоге мы становимся. Но вот связь между прошлым и будущим в эти 10 дней, она будет проигрываться. Мои дорогие стрельцы, скорее всего, анализировать что-то вы будете. По этой карте это мы что-то анализируем. И не просто ради того, чтобы всплакнуть, хотя я такое тоже для кого-то допускаю, меня смотрят люди из разных стран, но потому что мы понимаем, что жизнь продолжается, и нам нужно идти вперед. Нам нужно себя адаптировать или организовать свою жизнь по-новому. Есть какая-то данность, опять же, когда обстоятельства уже сложились так, как сложились. Мы понимаем, что мы не можем что-то изменить, и тем не менее продолжать нужно. Но вот, видимо, продумать, что имеет еще какой-то прогресс, а что уже нужно оставлять словно за спиной, за плечами, ну, может быть, как саму ситуацию, которая не вызывает сложных эмоций, когда бесполезно переживать, к примеру, да, бывают очень сложные, такие, как болевая точка, пульсирующая в нашей душе, которая нам не дает покоя. И снова травить эту рану нет никакого смысла, таким образом себя разрушая. Поэтому вот эта аналитика, она будет у каждого своя и, безусловно, будет касаться у каждого какой-то своей в прошлом острой ситуации, которой вы скажете, да, она была, но я иду вперед. Следующее событие ближайшего будущего. Ну, очень символично, что сначала мы с чем-то прощаемся, следующая карта у нас идет Луна, и по Луне еще
есть какие-то неопределенности. Нам придется какой-то путь пройти словно в темноте. Вы можете где-то думать о том, что я теперь не знаю, на кого положиться, или я не знаю, как какой-то завершится процесс, или я не знаю, какое решение примет определенный человек. То есть есть какие-то сомнения, они вас не оставят. Но это еще карта интуиции, она говорит, доверяй своему шестому чувству. Видимо, совершенно необходимо принять что-то иррациональное для вас, мои дорогие стрельцы, или принять тот факт, что мы могли думать, что правильно, вот как-то определенным образом, или существует какой-то порядок. Здесь порядок сам по себе, система, структура может меняться, у кого чего касается. Но даже вот в этих новых условиях, пусть мы пока идем словно, ну, в темноте, от нас тогда просто последует искусство мелких шагов, себя где-то не торопить и, опять же, слушать самого себя. От чего мы можем оттолкнуться в эти 10 дней? А вот как раз от связи где-то с прошлым и то, что рационально может быть продолжено, а что нет. Тогда наиболее правильными будут последующие шаги, потому что будущее, ну, как пространство, оно предопределено. Но мы пока этого не видим по аркану Луна. А где-то наша интуиция, что такое интуиция? Это связь как высшего разума, или назовите это интеллектом, и прежнего опыта. Но прежнего опыта в таком более здоровом равнодушии, когда мы оставили не эмоциональное переживание, а просто саму ситуацию. Действительно, тут какая-то прошлое обстоятельство или словно прошлый жизненный этап, мои дорогие стрельцы, вас делают сильнее. Но это как момент перехода у вас может быть в эти 10 дней с 1 по 10 января между прошлым и будущим. Что же будет отстраиваться? Ну вот сильная ваша позиция. А вы знаете, по этой карте еще могут быть и люди, или конкретно один человек, который вас поддерживает. Здесь, тем не менее, нам карты говорят, да, может быть, от вас, мои дорогие стрельцы, требуются очень выверенные, точные действия, где-то, может быть, и слова, потому что кто-то из вас будет больше занят походом, к примеру, по инстанциям. У кого-то вот этот медведь может проиграться как контакты с руководителем или с ключевым партнером. Пусть это в личной жизни, у кого-то тоже может проиграться как та персона, которой вы интересны, но это не просто интерес ради, ну, каких-то имущественных моментов, хотя я такое тоже допускаю, но чаще всего это какая-то помощь, это влияние, которое оказывает человек, ну, где-то участвуя в решении ваших вопросов или, может быть, вам помогая. И даже если мы перекладываем руководителей или инстанции, это тогда будет ваша сильная позиция, когда вы можете решить какой-то вопрос. Взаимодействие, безусловно, идет по этой карте, но и ваши-то позиции, вы их тоже должны усиливать. И для этого, может быть, правильно, рационально подумать. Вот эти две предыдущие верхние карты, они нам и говорят, то, что не может быть продолжено, не трать туда время. А то, что должно быть продолжено, прими к сведению, как по аркану Луна, что для тебя еще некоторые пункты твоих последующих действий, они еще не прояснены. Где-то иди по ситуации, не торопи себя, то есть не беги впереди паровоза, а вот эти вот аккуратные действия или ваши решения, мои дорогие стрельцы, это то, что вам помогает. Это где-то олицетворение по аркану медведь вашей собственной силы. Ну, правда, как по судьбе. Всегда, когда аркан крест выпадает в колоде Ленорман, это мы на чем-то мы ставим уже крест. То есть вот аркан гроб, это правда, что-то не может быть продолжено, но и в то же время крест, а тут как будто нам показывают восход солнца. На будущее предопределено, я это говорила. Но вверху аркан Луна. Еще мы пока не знаем последующие свои шаги. Здесь сама судьба берет бразды правления над вами, и поэтому нужно учитывать то, что могут приходить в этот период неожиданные новости или какие-то сведения. С чем бы вы тут ни столкнулись, просто примите к сведению, что обстоятельства складываются именно тем образом, как это должно быть. Значит,
каким-то вас подталкивают решениям, возможностям, судьба, высшие силы. Вам это где-то помогает, даже если эта помощь, вы сначала ее не видите, она вам кажется чем-то деструктивным. Но это своеобразный, может быть, волшебный пинок, чтобы мы, я не побоюсь этой фразы, потому что у вас такие серьезные арканы. С одной стороны медведь, с другой есть момент всегда работы над собой. Это не бывает просто, когда мы добровольно, непринудительно анализируем прежний какой-то наш опыт, прежний пройденный опыт или какую-то пережитую прежде ситуацию и оставляем то, что нам уже просто мешает, то, что нас где-то обременяет или тянет назад. Обходим какие-то препятствия для того, чтобы идти вперед к солнцу. Давайте узнаем, что же за неожиданность нам может сказать карта. Рыцарь жезлов. А вот правда, сама по себе ведь карта неожиданностей. И карта скорости, кстати. Я должна сказать, что рыцарь жезлов, тут он идет как будто путем неожиданности, и ему это нравится. Ему больше нравится жизненный драйв, нежели стоячее болото. И эта активность больше жезла, дела, работа, бизнес и деньги. Поэтому неожиданности могут приходить как по документам, или это пусть будет связано с решением конкретного человека, но значит открывает перед вами новые возможности. Но в неожиданностях может быть конкретный человек с предложением, как я уже сказала, или как какая-то новость, или какое-то событие, которое, ну, как в обстоятельствах вашей жизни. Но все это, каким бы путем это ни приходило, у каждого будет по-своему, своя история. Но это мы должны действовать в моменте здесь и сейчас. Карта скорости, повторяюсь. Мы не можем что-то отложить на потом, потому что сейчас есть возможность, а завтра ее не будет. Здесь что-то может ускоряться. Да, для кого-то из вас это может быть приход именно какого-то человека, пусть это даже приход человека на работу, или, допустим, это не лично ваш, а какая-то другая персона приходит и приносит новую весть. Или это вы можете куда-то отправляться, потому что получили, допустим, какое-то важное известие. И понимаете, либо я сейчас действую, либо потом, ну, уже у меня этой возможности не будет. Держите руку на пульсе. В неожиданности может даже много быть каких-то бытовых, мои дорогие стрельцы, таких моментов, которые вам придется в течение этих 10 дней решать, ну, достаточно активно. Что же вам помогает, что само идет в руки, что вам, ну, вот правда, что само идет в руки? Видимо, вам будут как подсказки высших сил. Сами ангелы взяли шефство над вами, потому что десятка мечей мы всегда закрываем в прошлое дверь. Да, и еще силы есть по этой карте, но эти силы нужно очень правильно расходовать. Но чтобы нас ничто не просто не тормозило, а не разрушало, мои дорогие. Здесь будет совершенно необходимо переосмыслить и что-то не продолжать. Само прошлое пытается от вас оттолкнуться. Десятка мечей у вас выпадает в ответе на наш вопрос, что вам помогает. Поэтому, когда вы в прошлое закрываете дверь, вам это буквально помогает. Но мы об этом уже достаточно долго говорили. Помните об этом. Тут, значит, есть у каждого свой какой-то пункт, который вас, как внутренне, может разрушать, правда? Может быть, это даже приходит с мыслями вашими. Есть, значит, какое-то дело или событие, которое уже случилось, но вы как обновляете в своем сознании, и это вас как держит в рамках, в заперти, мешает вам идти вперед. Переложите этот тонкий нюанс на составляющие своей жизни. Дела, работа, бизнес. Смотрим по основным сферам жизни. У кого-то учеба, у кого-то документы по жезлов. Но своего рода развилка. И где-то развилка по Луне-то ведь тоже у нас иногда проходит. Я бы сказала еще так. Когда выпадает аркан Луна, все же будет важно не торопиться. И карты ведь нам тоже говорят. С одной стороны, рыцарь жезлов сказал, что будет какая-то данность, которую вы не можете отложить на потом. А по делам, работе, бизнеса у нас выпадает паж жезлов, который не спешит. Это всегда какое-то новое начинание. Это всегда какой-то первый шаг. Так вот, если мы говорим по аркану Луна, есть такой момент. Первое.
меня несет толпа, есть такая фраза. Поэтому это как подсказка. Если вы отказываетесь именно в толпе, вам нужно в другую сторону. Вам нужно постоянно контролировать, что происходит вокруг вас и что говорят люди. Где-то анализировать. В принципе, много какого-то внутреннего диалога над самим собой. Может быть, в эти 10 дней. Так еще и внутренний диалог, который приходит именно, когда вы осмысливаете то, что вы увидели, или то, что вы услышали. И значит, не торопитесь действовать. Правда, не бегите впереди паровоза. Если вы видите, что какой-то вопрос, ну, как вам именно помогает решить проблему, или приходит человек с каким-то добрым известием, да, или пусть даже вам что-то предлагают, то тут, скорее всего, надо соглашаться. А если вы что-то новое уже планируете, вот то тогда с новым нужно как-то сначала просчитать. С новым нужно, может быть, проанализировать. Есть определенная развилка. Может быть, добавить каких-то знаний или провести какие-то консультации. Мы смотрим на работу или какие-то документы. Может быть, кому-то потребуется консультация юриста или человека знающего, который был в подобной ситуации и знает, как решить данный вопрос. Ну, больше детализировать, может быть, какую-то тему по части дел, работы, бизнеса определенно стоит. И в то же время ведь не отказаться. Тут новый жизненный этап, паж жезлов. Вы чем-то будете воодушевлены, но просчитать свои действия или где-то быть готовым к тому, что мы словно паж, мы по-новому действуем, мы еще не знаем, или какая-то активность идет с элементом новизны, и мы пока не знаем, как это сработает. Поэтому держать руку на пульсе и быть готовым к тому, что мы корректируем планы. Мы где-то должны быть великими дипломатами. Вы, мои дорогие стрельцы, вот это тоже важный момент. Деньги. Двойка пентаклей. Вы знаете, как будто в эти 10 дней не совсем даже материальная составляющая будет для вас важна. Почему я так говорю? По двойке пентаклей обратите внимание. Здесь нам практически маг-волшебник показан, который жонглирует двумя пентаклями. И карта, пусть не в этой колоде, но говорит, тебе хватит двух пентаклей. То есть имеется в виду какие-то крупные покупки, наверное, не в эти 10 дней. А вот на хлеб насущный мы, правда, каким-то образом, ну, небольшой суммой сумеем обойтись. Здесь будет даже важно, при том, при всем, дай бог, чтобы у каждого была финансовая какая-то подушка безопасности, тогда больше сохраняем, потому что по этой карте мы словно что-то изучаем или пробуем что-то новое тоже. Но деньги больше не про траты, потому что какая-то сумма нам может пригодиться в ближайшем будущем. И нам просто карта говорит, пробуй, пока не получится или не надоест. По этой карте мы легки на подъем. Мы рассматриваем любой новый опыт. Мы пытаемся примерить этот новый опыт или как изучаем что-то, например, электронные деньги или какие-то для вас вторичный доход, или то, что вы, может быть, всегда хотели, как творчество или какое-то ремесло, сделать основным источником дохода. Вот здесь мы можем делать первые шаги. Опять же, пробовать, пока не получится или не надоест. Через опыт приходит к вам как знание, каким образом и откуда могут приходить деньги в большем эквиваленте или где по работе, по должности вы можете заработать больше. Но, опять же, это какой-то момент, когда прицеливаемся, мои дорогие, и где-то при этом мы готовы корректировать и, если нужно, ну, отступать полшага назад. Поэтому тут пока не время, знаете, таких вердиктов на этой неделе, это точно. Личная жизнь. Жрица выпадает нам, тут нам волшебница выпадает. И вы знаете, по этой карте слушайте интуицию дважды, если не трижды. Куда-то не торопиться. Это карта независимого человека. И поэтому, даже если на личную жизнь, оставьте все как есть. Может быть, у кого-то было недавнее знакомство, значит, тоже не торопитесь развивать отношения. Позвольте судьбе, ну, как-то самой сработать в отношениях, может быть, с тем человеком, который вам интересен.
но вы его знаете недостаточно хорошо. Для людей семейных, ну, я бы сказала, тоже какая-то ваша независимость, она должна быть. Для кого-то из вас, вы знаете, рядом двойка пентаклей на деньги, и неплохо было бы иметь какую-то заначку, откровенно говорю, мои дорогие стрельцы, потому что могу предположить, для какого-то проекта дела вам может эта сумма понадобиться. Это лично ваша какая-то сумма денег, о которой знаете только вы. Ведь по аркану жрица, пусть на личную жизнь, выпадает та, которая все знает. То есть она умеет предвидеть, просчитать на пару шагов вперед. И если мы говорим, это карта независимости, она сама по себе. Но это независимость жрицы, она не через доказательства приходит, отнюдь. Она никому ничего не доказывает. Если она сталкивается с какими-то непреодолимыми силами или людьми, которые начинают спорить, вести какую-то дискуссию ненужную, она всегда отступит на полшага вперед, она понаблюдает за этим человеком. Она никогда не встрянет в какой-то спор. Вот такая какая-то позиция на личную жизнь, она у вас в приоритете. Может быть, еще какие-то события будут развиваться или продолжат. И где-то нам карты паж и рыцарь, да, самое начало. Прошлое закончилось, а будущее еще не развилось. Вы еще пока не видите цепочку развития последовательности событий в эти 10 дней. Ну так и не торопитесь. Сохраняйте свою независимость и наблюдайте, анализируйте, адаптируйтесь. Как и в личной жизни, так практически и во всех сферах жизни. Что работа, что деньги. Давайте карту совет. Миссия, мои дорогие, карта звезда. Для вас нет ничего невозможного. Это карта исполнения желаний, но это не то желание, которое буквально в эти 10 дней. Это лет на 10-20, как какой-то ваш проект, или мы все приходим на планету Земля за какой-то своей миссией. Вот и вы, каждый из вас, тоже для чего-то пришел. Что-то вы должны сделать удивительно хорошее. Понятно, что для себя самих в первую очередь любить себя, заботиться, быть к своей душе более милосердными, потому что карты у вас серьезные выпадают. И с этого надо начать или от этого оттолкнуться, потому что только когда мы более добры к самому себе, к собственной душе, тогда мы себя не загоняем в рамки и в угол какой-то. И по аркану звезда, это пространство, вселенная, нам говорят, нет ничего невозможного. Может быть, поэтому и подсказывает, ты освободись от каких-то, может быть, догм или тех рамок, в которые ты сам себя поставил, или паттернов, которые ты себе сама нарисовала. Здесь просто тебя словно что-то сдерживает или сдерживало прежде, а тебе кажется, что это так будет всегда. Уже пространство поменялось, и осталось тебе только адаптироваться к каким-то новым возможностям, которые тут же просто их впусти в свою жизнь. Но для этого, конечно, от прошлого мы говорим дверь в прошлое закрыть, потому что когда мы закрываем одну дверь, неизбежно открывается другая, но мы часто не видим ее, уставившись глазами в закрытую дверь. А здесь, как и место для нового нужно освободить, так и увидеть новое направление, которое будет для вас важно лет 10-20. У кого-то это может проиграться в первую очередь через личную жизнь, потому что два старших аркана. Что-то в личной жизни у вас тоже будет, ну, где-то меняться. И даже если меня смотрят люди семейные, у вас все определено, ну, значит, какие-то внешние события будут влиять все равно на вас. Вам придется что-то, опять же, адаптировать, организовывать. А для тех, кто один или одна, здесь, значит, закончить можно одиночество с учетом аркана жриц. Здесь такое может быть, как встреча партнера может быть по судьбе. Я не говорю в этих 10 дней, потому что это, ну, достаточно короткий срок. Но как будто все карты говорят, приготовься. Сейчас жизнь твоя меняется, и ты сам где-то будь на волне этих перемен. И пусть у кого-то это начнется с работы или с каких-то важных документов, у кого-то это может быть с вашего творчества, бизнеса или с ваших заработков, но это обязательно откроются новые перспективы. И начнет меняться одна сфера жизни, а остальные будут подтягиваться за первой. Все придет в баланс, безусловно.
Ведь по аркану звезда нет ничего невозможного. Или как совет, сияйте как звезда. Всегда идет по этой карте. Поэтому для кого-то это как рост вашей популярности. Или когда вы сможете сделать карьеру. Или когда вы сможете совершить какой-то далекий переезд. Или пусть поближе переезд, но это то, о чем вы мечтали. По аркану звезда сбываются наши мечты. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.